Добрый день, дорогие подписчики, а, все те, кто нас смотрит, зрители. Сегодня мы поговорим об ошибках мужчин, женщин, которые уже, грубо говоря, не в первых, а вторых отношениях, уже ближе к 30-40 лет. Поговорим о каких-то курьезных и интересных случаях. И почему большая часть людей, мужчин или женщин, совершают те или иные ошибки. Также поговорим о том, как на наши отношения влияют родители, наши родители, мнение наших родителей, и как прошлая жизнь и мнение родителей может сломать жизнь и мужчине, и женщине. Я возьму пример, один из случаев, который у меня был не так давно. Этот мужчина, это пара, мужчина из силового блока, к сожалению, не могу говорить откуда. Женщина работает в том же силовом блоке, у них разница 15 лет где-то. Ей в районе 30, ну, когда они познакомились, 28, ему было 43-44 года. Где-то так. Они познакомились, ну, грубо говоря, у мужчины были отношения, жена, с которой он еще до конца не закончил, он развелся с ней, но до конца не закончил отношения. Периодически общался, у них ребенок общий, иногда занимался любовью, ну, сексом. Вот. У девушки, в ее там 30 лет, 28 или 30 лет, я не помню точно, сколько ей лет, не было почти ни одного мужчины, были легкие отношения, которые заканчивались в течение месяца-двух, до того момента, пока она не познакомит своего избранника со своей мамой. Вот. Оба, и мужчина, и женщина, очень привязаны, то есть, к своим родителям. У женщины мать одна, мать осталась, и она прямо управляла дочерью, была чуть ли не лучшей подругой, в то же время постоянно портя, не давая ей возможность устроить свою личную жизнь и начать какие-то отношения серьезные больше, чем 2 месяцев. Как только женщина знакомила своего избранника, мать придумывала 1000 отговорок, почему этот избранник не должен входить в семью, почему он не должен быть с ней. Так как она была лучшей подругой, для нее мать лучшая подруга, она, естественно, слушала, и тем самым у нее в ее там 28-30 лет не было ни одних серьезных отношений более там 2-3 месяцев. У мужчины также были родители, но он не настолько был привязан. Родители, бывшая жена, которой он постоянно заботился. Ну, естественно, родители не говорили плохо или хорошо о его женщинах, но они очень тянули его к себе, привезти продукты, поухаживать, хотя они не в таком, ну, то есть они в нормальном состоянии могли сами все это сделать. То есть это история о том, насколько люди не могут выйти из родительского крыла и в 30, и в 45 лет. Значит, все было хорошо, у них были прекрасные отношения, они работали, грубо говоря, в одном министерстве, в силовом блоке в одном. Все было хорошо, развивались отношения более-менее первые 3-4 месяца хорошо. Женщина очень боялась познакомить своего избранника, хотя она была очень влюблена в него, со своей матерью. Вот. Ну, они встречались, все было хорошо. Он переехал к ней жить, начались более-менее семейные отношения, прошло там 5 или 6 месяцев, и пришло то время, когда пришлось знакомить. Она очень боялась этого, пришлось знакомить со своей матерью. Мать тоже в том числе из силового блока, старой закалки, скажем так, и ну, человек, который своего ребенка
опекает и в 30 лет, и не дает лишнего шага сделать, контролирует. Наверное, многим девушкам, женщинам будет знакома эта история, когда родители не дают продыху и не дают личной жизни. К сожалению, в данной ситуации есть два только выхода. Либо отстраниться, насколько можно, от родителей, либо пытаться договориться с родителями, либо значимость, то есть уйти из-под крыла, значимость того, что говорят родители, уменьшить, скажем так. Иначе вы можете потерять и себя, и свою любовь. Вот так и случилось. Она пригласила на ужин своего любимого к маме. Мама очень интеллигентно начала общаться. И он буквально сказал там несколько фраз каких-то там. Она спросила, как вы любите проводить время. Он сказал, что я могу с друзьями побухать в ресторане, погулять. Она фыркнула и вышла. На этом все знакомство, в принципе, и закончилось. Когда они вышли из квартиры матери, оказалось, она ему сказала, что ну вот ты все испортил, ты ему не понравился моей матери, будет сейчас ужас. И с этого дня она начала скрывать отношения, хотя они дальше жили вместе, но она просто не говорила матери о том, что они вместе. Вот. Параллельно у нашего мужчины не были закончены отношения с прошлой. Ну как, они уже были закончены, но он заботился о ребенке чаще, чем надо, встречался с своей бывшей женой. Вот. И тогда ему женщина сказала, что ну как бы мать нам не даст жить в Москве. Давай я перееду в другой город, и ты переедешь вместе со мной. Ну, как бы, если ты согласен на это, ну, как бы, на что, к сожалению, мужчина сказал, что, ну, ты переедь, а там посмотрим. Ну, не поддержал и не опроверг, ну, как бы, оставил в непонимании девушку. И буквально прошло 2-3 недели, уехав, не предупреждая ее, уехал на отдых со своим ребенком, своей бывшей женой отдыхать. Ну, у него не было цели измены, да, он просто поехал, ну, как бы провести время с ребенком в другой стране, скажем так. Естественно, в такой переходный период женщине это не понравилось. Но она ему слова не сказала, ну, естественно, внутри у нее это отложилось. Вот. Первое, что он не поддержал, что надо переезжать, а второе, то, что он через какое-то время поехал, хотя она уже на данный момент скрывала от своей матери, хотя она никогда ничего не скрывала от своей матери. Вот. Дальше получилось так, что мать нашего мужчины попала в больницу, ну, не почему-то страшному, да, и так как они в разных частях Москвы все находились, он переехал жить туда на время. Вместо того, чтобы переехал заботиться, грубо говоря, в квартиру к своей матери и почти каждый день ездил в больницу. Значит, это какого, естественно, это женщине совсем не понравилось, хотя, ну, как бы, ну, понятно, там, грубо говоря, мать попала, там, ну, грубо говоря, и там какую-то мелкую операцию делали, ничего сложного, да. Ну, человек тоже настолько был привязан к родителям, что он вместо того, чтобы пытаться наладить семью, новую создавающуюся, он поехал жить, грубо говоря, к своей матери, поближе к больнице, и оставил свою женщину почти что на 3 недели. Когда заканчивались эти 3 недели, женщина ему позвонила, его девушка позвонила и сказала, что извини, дорогой, у нас ничего не получится, это был уже 9-й или 10-й месяц их отношений.
ты не понравился моей маме, все, до свидания, забери свои коробки из моей квартиры. Причем женщина его любила, и он ее сильно любил. Ну, то есть видно, что в данной ситуации триггером всей ситуации были именно привязка к родителям и вот та именно забота, которую периодически дают уже матери, отцы, дочкам, сыновьям своим 35-40 лет, когда их надо отпустить, а мужчину надо отпустить в 18, женщину в 20-22. Вот именно это мешает построить многим женщинам, мужчинам нормальные, прочные отношения. Именно это мешает создаться нормальным отношениям. Часто так бывает, что семейные пары расходятся из-за матери с какой-то стороны, из-за какой-то стороны из отца. Так вот, ну, мой большой совет вам, что подумайте, ведь, ну, вы не должны жить жизнью своих родителей. Вы самостоятельный человек. Да, вы можете поддерживать в чем-то своих родителей, помогать, но не жить их жизнью и не делать все, чтобы им было, чтобы им нравилась именно твоя женщина или твой мужчина. Ведь главный выбор ваш, а не выбор ваших родителей. И это самое главное. То есть это проблема почти у 20-30% мужчин и женщин, что именно семейные отношения или браки портят именно родители с той или иной стороны. Я также призываю тех мам, пап подумать перед тем, как так делать и ломать жизнь своим детям. Потому что это очень часто, что матери или отцы вмешиваются в жизнь своих взрослых детей. Парам советую, никогда не слушайте своих родителей. Если вы любите человека, любите. И самое главное, слово между друг другом важнее, чем слово матери или отца. Так что вот так вот. Сейчас я уже почти закончил эту работу. Эта работа длилась очень долго, потому что она очень была привязана к матери. Мать ее лучшая подруга. Мужчине не понравился матери, как бы она всегда его отправляла куда подальше. И все это закончилось тем, что в принципе, ну, если бы мужчина в свое время услышал ее и сказал: да, дорогая, поехали в другой город, подальше от матери, чтобы мы могли нормально жить, то как бы, скорее всего, у этой пары бы и не надо было бы обращаться ко мне. То есть весь вопрос в том, что да, это наши родители, да, это наша мама или отец, но они не могут управлять нашей жизнью. Мы должны их отпустить, и они должны отпустить вас. Они не должны управлять вашей жизнью. Вы должны их уважать, вы должны их любить, но вы не должны давать им управлять своей жизнью, потому что это всегда заканчивается не очень хорошо. Всего хорошего, смотрите нас. Если будет что-то еще интересное, какие-то вопросы задавайте. Всего хорошего, до свидания.